Так, ну что, народ, дальше снимаем баги. Промывка гидрокомпенсаторов нам не помогла. Точнее, не промывка, я заливал стоп-шум. От ликвимоли не помогло. Поэтому есть вероятность, что в верхнюю часть двигателя поступает очень мало масла. Поэтому попробую глянуть, сниму поддон и посмотрю, в каком состоянии там сеточка маслоприемника. Вообще, как там все загажено, не загажено. Вообще, тут, в принципе, уже у нас масло подсекает по контуру. Поэтому в любом случае нужно снять прокладку, переклеить ее. Ну и заодно посмотрим состояние там маслоприемника у нас. Поэтому что делаем? Прогреваем движок. Ну, не прям сильно, чтобы масло нагрелось, чтобы хорошо стекло. И сливаем масло. Сливной болт у нас вот здесь. Так, масло слито. Смотрите, вот эти болты, они все очень ранимые. Они могут легко, особенно если ни разу не меняли, они могут легко стираться. Поэтому, смотрите, берем шестигранник, вставляем в болт. Обязательно берем молоточек, забиваем эту штуку. И только после этого одеваем трещотку и все по кругу откручиваем. Тут болтов 20 всего. У меня было так профессионально зажато, что вот руками можно открутить. Поэтому, наверное, и текло. Но в любом случае, снимаем, проверяем сеточку маслонасоса и меняем герметик. Так, вот сняли. Тут не так грязно, но чернота как бы присутствует. Причем такая, что не отмывается. Стружка какая-то непонятная. Ну, грязь. Вероятно, от промывки. Я до этого заливал промывку. Вероятно, тут немножко помылось все это дело. Так, ну и смотрим, что у нас здесь. Налет, конечно, приличный. Блин, масло капнуло на мобилу. Так, ну, сеточка, в принципе, практически чистая. Немножко ее помоем. Налет, конечно, приличный. Из масляных каналов. Вот там у нас грязь. Видно какой-то налет грязи с масляного канала. В принципе, по контуру тоже везде грязь. Такая, что не смывается. В идеале, конечно, я бы тут помыл бы демиксидиком все. Пластик, конечно, жалко, что тут пластик присутствует. Это металл, это хорошо. В принципе, по пластику это окна одна единственная вещица у нас. Ну и, в принципе, что нам здесь смотреть? Поршня грязные. Налет приличный как бы везде. И на поршнях, снизу поршней, и на стенках. Поэтому как бы в любом случае мотор лучше либо промывать постоянно перед заменой масла мягкими промывками, либо жахнуть демиксидом взять. Попробовать и посмотреть, что из этого получится. Пытался снять сеточку, почистить, но тут все укорело, поэтому немножко сломал просто это крепление. Но не суть, смотрите, если присмотреться, там куча всякого хлама грязи. Я уже выгреб половину, но по контуру везде куча грязи. Поэтому берем вот такую кривую отвертку какую-нибудь и по кругу выгребаем все это. Потом чем-нибудь под давлением даем туда растворитель какой-нибудь, все это дело промываем. Тут масляной канал чистый. Еще один масляной канал. Ну, эти большие, они не забьются, а эти тоже чистые. Поэтому что тут делать? Отмываем хорошо клапанную крышку, наносим герметик и собираем все. Так, хорошенечко зачищаем все. Укладываем герметик. Желательно так, чтобы на внутреннюю сторону много не попадало ничего. Потому что расплющится и потом все это может отвалиться, попасть в масло, забить сеточку маслонасоса. Поэтому смотрите, с герметиком не переусердствуйте. Вот как, допустим, я уже где-то, мне кажется, переусердствовал. Так, и вот после промывки на холодную, смотрите, послушаем звук. Заводим. Немножко глушак пробит, правда, но это ничего. Открываем. Сейчас поставим распорочку. Так, вот такой теперь звук у нас. Вот машина на холодную только завелась. Ветер. Ветер. Вот так на ветра не должно быть. То есть машина, в принципе, намного тише работает. То есть нет уже этого дизельного звука. Мягче все. И сейчас сядем в салон.
Не знаю, было слышно там или нет, что я говорил. Вообще, во-первых, смотрите, вот уже несколько дней жена катается на машине. Во-первых, уже как бы нету звука вот этого дизельного звука. То есть движок уже немножко тише работает. Это уже как бы плюс. То есть немножко все-таки помогла промывочка. Ну, потому что видели, что сетка немножко была засорена, маслоприемника. Немножко почистили ее. И в любом случае вот эти все мелочи, они дают какой-то эффект. И сейчас послушаем гидрики. Сейчас я погазую. Интересный прикол. Вот 5 раз первый раз газовал, первые 5 раз. Все идеально было. И вот сейчас, смотрите, после времени, вот не газую, ничего. Машина немножко постояла, поработала. Раз газую, гидрики не стучат. Второй раз газую, гидрики не стучат. Третий газую, не стучат. Четвертый. И вот пятый. На 5-й раз... Вот, слышите, да? Только вот на 5-й раз начинают стучать гидрики. То есть эффект промывки сеточки маслоприемника дал результат, а гидрокомпенсаторы стали лучше смазываться. Это факт. Конечно, все равно не стучат, но видно, проблема где-то именно в их засорении. Плохо поступала смазка, то есть была комплексная проблема. Одну из проблем мы устранили. Промыли сеточку маслоприемника, стало лучше. И сейчас, даже если я поеду, первое время гидрики клапать не будут. Но как только какое-то время я на высоких оборотах на 3000 проеду, они опять начнут клацать. Через время опять пропадут и потом опять появятся. Сеточку маслоприемника мы помыли, классно. Говорил я, что заливал уже стоп-шум. Тоже какую-то минимальную пользу дала, но в целом я бы сделал промывку. Либо вот замену гидриков, либо физически их разобрать, почистить. Либо вот димексидом я бы помыл. Единственное, что сейчас проблема, ни в Беларуси, ни в России, ни в Украине, ни где-то вот димексида нету. В России есть какое-то производство, но цены сумасшедшие. Продавалось раньше по 60 рублей, сейчас в России продается по 700, по 800 рублей. В общем, жестко. Блин, если кто-то вот смотрит меня с России, с Украины, если вы знаете хорошую цену на димексид, ну, слушайте, свяжитесь со мной, я банок 20-30 заказал бы, если бы была приятная цена. Ну и, конечно, вышел бы новый ролик на ютубе. Поэтому, если вам интересно, я вас заинтересовал. Вот такое видео получилось о промывке сеточки маслоприемника. С вами, друзья, был Кодин Квак, мой канал, и я Вячик. И неплохая машина Seat. До новых встреч, всем пока.